Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. А также жду вас в разделах Shorts, очень много узорчиков вы увидите, и в разделе Сообщества. Там везде есть ссылки на полные видео с данным узорчиком, который вы увидите. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, просмотры, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, много узорчиков на канале с такими ниточками, ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знаком, знакомьтесь. Называются ниточки Визель Rainbow Angora. Сразу же назову цвет 31. Он, видите, такой вот меняется. Есть и серенький, есть и такой грязно-розовый, есть ярко-розовый, переходящий затем в такой вот интересный синий цвет и так далее. Итак, что же это за ниточки? В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Моточки здесь очень большие. Это, конечно, уже моточек в 2 раза меньше. И у меня здесь ниточки, смотрите, 15% здесь мохера, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Советуют производители, смотрите, брать крючок спицы 5-6 мм. Ну, я данную пряжу уже вязала, я вязала крючком номер 3, меня, в принципе, все устраивает. Так, крючок номер 3, вот. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, все узорчики универсальные, берете из вашей пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться совсем по-разному. Возможно, из вашей пряжи он будет выглядеть намного выигрышнее, чем из моей. Самое главное, прочитайте инструкцию к пряже, правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все понятно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками. И обязательно смотрите на схемку. Вот мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он изображается на схеме. Посмотрели, провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика 11 петелек. Давайте, как прям по схемке, я наберу 3 раппорта. Получается 33 воздушные петельки. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, сделаем вспомогательный ряд с новичками. Чтобы не запутались в воздушных петельках, мы сделаем столбики с накидом. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Дальше накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Ваша задача пройти всю цепочку и в каждую петельку провязать столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. То есть ни больше, ни меньше. Все, и вот так вот аккуратненько, монотонно провязывайте весь ряд. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков уже провязали. Давайте самостоятельно до конца ряда, это несложно, у вас получится. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали столбики с накидом. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку в следующую петельку, вот следующий столбик, шагаем, провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь будьте внимательны. Делаем одну воздушную петельку.
накид, и в следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом. Вот. Дальше 1 воздушная петелька. Теперь пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в третий нырнули, вытянули ниточку, подтянули вот таким вот образом на высоту столбика, держим, не провязываем. Считаем 1, накид сюда же нырнули, вытянули, подтянули 2, держим, не провязываем. И накид сюда же нырнули, вытянули, подтянули 3. Теперь провязали все петельки до 2 петелек на крючке, и затем 2 петельки вот так вот зафиксировали наш пышный столбик. Вот такой вот пышный столбик. Дальше воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, и в следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом 1, шагаем по порядочку. В следующий столбик с накидом 2, в следующий столбик с накидом 3 и в следующий столбик с накидом 4. Вот что у нас получается. Вот эти последние 2 столбика с накидом, это и есть первые 2 столбика с накидом. То есть дальше у нас идет повторение. Будет воздушная петелька, столбик и так далее. Итак, давайте еще раз. Воздушная петелька. По порядочку следующий столбик, столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий провязываем пышный столбик, состоящий из 3 петелек и 3 накидов. 1, сюда же 2, сюда же 3. Провязали все петельки до 2 петелек на крючке и потом 2 петельки, 1, зафиксировали наш пышный столбик. Опять воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, и по порядку 4 столбика с накидом провязываем. 1, 2, 3, 4. Несложно, да? Все, и заканчиваем. Давайте вместе провяжем наш ряд. Опять воздушная петелька, следующий столбик, столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий провязываем пышный столбик. Я провязываю из 3 петелек и 3 накидов, как показано в схеме. Вы можете поэкспериментировать и сделать из 4, из 5, из 7, из 10 и так далее. Пышный столбик будет намного больше, намного эффектнее смотреться, но и пряжи кушает, конечно, тоже больше. Но попробуйте. Итак, воздушная петелька, 2 столбика пропустили, следующий столбик провязываем столбик с накидом. Теперь смотрите, 1 воздушная петелька, и вот у нас наши 2 столбика, столбик и 3 петельки подъема. В столбик провязываем столбик с накидом, и в третью петельку подъема, вот предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом, и на этом ряд наш заканчивается. Все четко, как в схемке. Угу. Несложно. Вместе провязали целый ряд. Идем дальше. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Вот наш второй столбик. Так, мы за его верхушку беремся и провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Есть. Теперь делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь будьте внимательны. Делаем накид. И вот наш следующий по порядку столбик между воздушными петельками мы захватываем, вот смотрите, сзади наперед, вот таким вот образом. Столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. То есть называется рельефный лицевой столбик с накидом. Вот это вот рельеф, когда узорчик немножко подрастет, он будет придавать изюминку узорчику. Теперь смотрите, опять делаем накид, перепрыгиваем наш пышный столбик вот к следующему столбику. Захватываем точно так же сзади наперед. Столбик у нас получается перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Получается еще один рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки. И вот наши получается 4 столбика. Так? За первый столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Следующие 2 столбика провязываем по 1 столбику с накидом.
1 столбик с накидом и в следующий столбик 1 столбик с накидом. И вот наш 4-й столбик, мы провязываем в него опять 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Вот что по итогу у нас получается. Дальше опять 2 воздушные петельки, и теперь работаем вот нашими столбиками, которые до пышного столбика и после пышного столбика. Здесь у нас будут рельефные лицевые столбики с накидом. Помните, да? Накид, и опять захватили столбик перед крючком и провязали потом как обычный столбик с накидом. Вот что у нас по итогу получается. Все, и дальше опять повторение. 2 воздушные петельки. За первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Следующие 2 столбика по одному столбику с накидом. Раз, два. И последний получается 4-й столбик. Здесь будет тоже 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Угу. Что, давайте вместе до конца провяжем, да? Итак, опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Дальше у нас получается столбик будет рельефный, лицевой, столбик с накидом. Захватили, вытянули, провязали. Опять следующий столбик. Перепрыгнули пышный столбик, захватили, вытянули, провязали. Рельефные столбики. И 2 воздушные петельки. Вот наши 2 столбика. Первым провязываем 2 столбика за верхушечку. Раз, и сюда же 2-й столбик. А там, где были 3 петельки подъема, за 3-ю петельку, мы провязываем всего лишь только 1 столбик с накидом. И все, и на этом наш ряд заканчивается. Как вам? Мы опять вместе провязали. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, дальше делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь смотрите, вот у нас 2 столбика с накидом. Первый столбик провязываем обычным столбиком с накидом. Дальше делаем воздушную петельку, накид. И следующий столбик мы будем провязывать рельефным столбиком, но в данном ряду он будет называться изнаночный. Смотрите, провязываем вот таким вот образом. Захватываем столбик спереди назад, столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. То есть мы сохраняем рельефность. У нас получается в данном случае на этой стороне все столбики рельефные, изнаночные. Поняли, да? Дальше воздушная петелька. Теперь смотрите, вот наша арочка из рельефных столбиков. Вот они так выглядят с этой стороны. Видите? Они как бы выпуклые. А с другой стороны, они видно, что вот так вот подчеркнуты как бы горизонтальными линиями, значит изнаночные. Так вот, между этими 2 столбиками мы делаем пышный столбик. Накид. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Считаем раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Теперь провязали петельки вместе до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали. Вот наш пышный столбик. Дальше воздушная петелька и опять рельефный столбик в данном ряду. Помните, да? Он у нас изнаночный. Накид. Получается, вот наш первый столбик из 2, помните? Первый столбик провязываем вот таким вот образом. Захватываем спереди назад, столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Дальше воздушная петелька. И следующие 4 столбика провязываем просто обычными столбиками с накидом. Раз, два, 3 и 4. Эти 4 столбика из ряда в ряд будут провязываться все время одинаково. Такая вот дорожка будет. Дальше воздушная петелька. И опять вот наш последний столбик будет рельефным изнаночным. Опять захватили спереди назад и провязали столбик. Воздушная петелька. Там, где в предыдущем ряду наши были 2 столбика рельефных, между ними мы провязываем пышный столбик. Раз, два, 3. Повторюсь, вы можете делать здесь и 5, и 7, и 10 накидов и петелек. Вот, провязали. Вот что у нас по итогу получается. Ну и дальше опять повторение. Воздушная петелька. Опять наш рельефный изнаночный столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять 4 столбика с накидом. Опять рельефные столбики. Между
рельефными столбиками предыдущего ряда пышный столбик, рельефный столбик и заканчиваем обычными столбиками. Сможете сами? Я думаю, что сможете. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, самостоятельно провязали. Вот что у нас по итогу получается. Ничего сложного. Заканчиваем мы ряд. Вот там, где у нас 3 петельки подъема, так, мы провязываем в третью петельку аккуратненько столбик с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Все, ничего сложного. Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И за второй столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь делаем накид. И вот там, где у нас был рельефный столбик, видите, мы перевернули вязание. Он здесь выглядит как рельефный лицевой. Мы здесь, сохраняя рельефность, провязываем точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. Захватываем вот таким вот образом столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Есть. Теперь накид, перепрыгиваем наш пышный столбик к следующему рельефному столбику. И его провязываем тоже рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Видите, что получается? Опять 2 воздушные петельки. И первые, получается, наши 2 столбика. Ну, первый как бы столбик, да, провязываем как 2 столбика. То есть беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. 2 последующих столбика по одному столбику. 1, 2. И последний столбик тоже провязываем за верхушечку 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Угу. Если внимательно посмотрите, мы так с вами уже ряд провязывали. Вот первый ряд узорчика идет, вот второй. Вот он, второй ряд. Точно такой же будет получается. И четвертый ряд. Поняли? Все, дальше опять вы делаете 2 воздушные петельки, чтобы сохранить рельефность. В данном случае вот эти рельефные столбики будут у вас лицевыми. Захватили, провязали, есть. Перепрыгнули пышный столбик, вот следующий рельефный. Сохраняем рельефность, поэтому в данном ряду рельефные столбики у нас лицевые. Как вам? И все. И продолжаете дальше опять 2 воздушные петельки. Здесь 2 столбика с накидом, здесь по одному, здесь 2 столбика с накидом. Опять 2 воздушные петельки, 2 рельефных столбика, 2 воздушные петельки. И здесь заканчиваете ряд. Опять же, в первый столбик 2 столбика и в последний 1. Самостоятельно справитесь. Смотрите, получается, на второй ряд и точь-в-точь повторяйте. Ну, опять же, схемка перед вами. Давайте, встречаемся в конце ряда, у вас получится. Так, как вам? Может, у нас по итогу получается. Вот такая вот красота. И заканчиваем мы ряд, да? Вот наши последние 2 столбика. В первый столбик провязали 2 столбика. И в третью петельку подъема провязали столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше, вот наш второй столбик. Мы провязываем в него столбик с накидом. Дальше делаем воздушную петельку. И в данном случае наши рельефные столбики будут изнаночные. Поняли, да? Видите, вот такие горизонтальные полосочки оставляют после себя рельефные изнаночные столбики. Получается, мы следующий наш столбик вот этот вот провязываем как рельефный изнаночный. Захватили вот таким вот образом столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Есть. Теперь смотрите, делаем воздушную петельку. И там, где наши столбики были рельефные, вот между ними арочка вот такая, мы в нее провязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. Воздушная петелька, накид. И опять вот наш первый столбик из 2 провязываем рельефным изнаночным столбиком с накидом. Есть. Воздушная петелька. И следующие 4 столбика у нас будут обычными столбиками с накидом. 1, 2, 3 и 4. То есть вы поняли, да? Мы с вами будем опять повторять ряд там, где мы вязали с вами пышные столбики. Вот наш пышный столбик. Третий ряд.
5 ряд. То есть все нечетные с пышными, получается, столбиками провязывать одинаково. Все четные с рельефными столбиками провязывать одинаково. Схемка перед вами. Всего в узорчике 2 ряда. Вы их повторяете друг за дружкой. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такой вот как бы и ажурный, да, узорчик кажется. И вроде как бы он такой простой. Смотрите. В моем случае из моих ниточек вот такие вот переходы видно. В вашем случае это может быть разные цвета, да. Каждый ряд может быть разным цветом, может быть одним цветом. Но сам по себе узорчик такой легкий, воздушный. Ну, как бы для летних вещей, конечно, шикарно будет. Изнаночка, смотрите. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Ну, в моем случае изнаночная сторона. Так? Если вам нравится больше она, то у вас будет на лицевой. У меня как бы лицевая вот эта вот. Ну, за счет того, что рельефные лицевые столбики, да? Вот, как вам? И не сложно, и легко вяжется, и узорчик быстро растет, и что-то необычное в копилочку ваших узорчиков. Угу. Из моей пряжи получается вот так вот, ну, не тянется. Вот так вот чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. Обязательно пробуйте, вяжите своей рукой, своим крючком, своей плотностью вязания. Давайте замерим, что у меня получилось. Набирала я, получается, 33 воздушные петельки. То есть моя рука, моя плотность вязания, мой крючок. У всех все по-разному, поэтому обязательно вяжите образец своей рукой. У меня это получается вот 15 сантиметров. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. Так, это у меня выходит, ну вот, 13,5 сантиметров. То есть 13 рядочков, 13,5 сантиметров. Как вам? Растет очень быстро. Запоминается совсем тоже легко. Смотрите, когда поймете принцип узорчика, вот эти вот вертикальные полосочки из столбиков с накидом вы можете делать либо шире, либо уже. Поняли, да? И у вас получается вот эти вот тоже узорчики вертикальные. Они могут быть смотреть и наоборот. Поняли? То есть вы можете сделать вот таким вот образом. Чем-то похоже на узоры спицами, да, они такие могут быть ажурными. Вот, то есть переворачивайте, пробуйте, экспериментируйте. Захотите из зимней пряжи, из демисезонной будут шарфики, палантины. Захотите из летней, будут топики, маечки, почему бы и нет. Узорчик простой, такой, скажем, дышащий, да. Вот, надеюсь, узорчик вам понравился сегодняшний. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И комментируйте. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.